Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема нашей беседы – неправомерный доступ к компьютерной информации. Повсеместное развитие и совершенствование компьютерных технологий, расширение производства технических устройств и сферы их применения, широкая доступность компьютерной техники, кроме упрощения различных технологических и бытовых процессов, способствует появлению новых видов преступных посягательств, объектами которых являются информационно-телекоммуникационные ресурсы, а также денежные средства, находящиеся в обращении глобальных и локальных компьютерных сетей. В настоящее время преступления в сфере компьютерной информации, хотя и имеют незначительный удельный вес в общей структуре преступности, в сравнении с другими преступлениями, однако проявляют стойкую тенденцию к ежегодному росту. Количество преступлений экономической направленности, совершенных с использованием электронных средств, возрастает, а способы их становятся все более изощренными. Любые действия под компьютерной информацией и над компьютерной информацией, составляющие государственную тайну или содержащиеся в компьютерных сетях, управляющих системами военного, жизнеобеспечивающего или крупного производственного значения, могут повлечь за собой самые непредсказуемые по характеру и размеру негативные последствия. Жертвами преступлений этой категории могут стать и обычные граждане, в отношении которых возможны угрозы нарушения неприкосновенности частной жизни, тайные сообщения, нарушения авторских и смежных, изобретательских и патентных прав, мошенничество, незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья, и другие не менее значимые нарушения их прав. Если раньше специфика преступлений в сфере компьютерной информации была обусловлена использованием при их совершении высоких технологий и новейших достижений науки и техники, необходимостью обладания определенным уровнем специальных познаний, то в настоящее время в глобальной сети интернет в практически свободном доступе находятся как программы, предназначенные для совершения несанкционированных действий с компьютерной информацией, так и инструкции по их применению. Достаточно четко данный вопрос был разъяснен в методических рекомендациях по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, утвержденной Генеральной прокуратурой 30 мая 2014 года. Дадим уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере компьютерной информации. Уголовная ответственность, именно статьи 272 Уголовного кодекса России. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации предусмотрена главой 28 Уголовного кодекса России, содержащей несколько статей. Сегодня мы поговорим о статье 272 Уголовного кодекса России, которая предусматривает ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. Впервые в уголовном законодательстве России федеральным законом от 7 декабря 2011 года номер 420 ФЗ о внесении изменений в Уголовный кодекс России и отдельный законодательный акт России к применению статьи 272 Уголовного кодекса России дано понятие компьютерной информации как предмета преступления, к которому теперь относятся сведения, сообщения, данные, представленные в форме электрических сигналов, независимо от их средств хранения, обработки и передачи. Общим объектом преступления, предусмотренным статьей 272 Уголовного кодекса России, выступают общественные отношения, обеспечивающие правомерный доступ, создание, хранение, модификацию, использование компьютерной информации самим создателем, потребление ее иными пользователями. В части 3 статьи 272 Уголовного кодекса России указано: дополнительный объект преступления – это общественные отношения, обеспечивающие интересы службы. Несомненно, законодатель внес данные изменения, чтобы решить ряд проблем, возникающих в правоприменительной практике. Например, при рассмотрении дел указанной категории суды зачастую сталкивались с трудностями, когда неправомерный доступ осуществляется к устройству, не подпадающим под определение ЭВМ, но по своим свойствам и функциям фактически не уступающие ЭВМ по возможности хранения и обработки информации. Это мобильные телефоны, смартфоны, карманные персональные компьютеры. Субъективная сторона состава преступления включает в себя действия, состоящие в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, информации ограниченного доступа. Последствия альтернативно в виде уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и причинно-следственная связь между указанным действием и любым из названных последствий.
Законодательно не уточнено понятие доступа к информации. Указанное понятие содержится в пункте 6 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года номер 149 ФЗ об информации, информационных технологиях и о защите информации. Доступ к информации – это возможность получения информации и ее использования. Под охраняемой законом понимается информация, для которой законом установлен специальный режим ее правомерной правовой защиты, например, государственная, служебная и коммерческая тайна, персональные данные и тому подобное. Неправомерным считается доступ к конфиденциальной информации или информации, составляющей государственную тайну, лица, не обладающего необходимыми полномочиями, без согласия собственника или его законного представителя, при условии обеспечения специальных средств его защиты. Другими словами, неправомерный доступ к компьютерной информации – это незаконное, либо неразрешенное собственником или иным ее законным владельцем использование возможности получения компьютерной информации. При этом под доступом понимается проникновение в ее источник с использованием средств вещественных и интеллектуальных, компьютерной техники, позволяющей использовать полученную информацию, копировать, модифицировать, блокировать, либо уничтожать ее. Состав данного преступления носит материальный характер и предполагает обязательное наступление одного из последствий. Уничтожение информации – это приведение информации или ее части в непригодное для использования состояние, независимо от возможности ее восстановления. Уничтожением информации не является переименование файла, где она содержится, а также само по себе автоматическое вытеснение старых версий файлов последними во времени. Блокирование информации – результат воздействия на компьютерную информацию или технику, последствием которого является невозможность в течение некоторого времени или постоянно осуществлять требуемые операции над компьютерной информацией полностью или в требуемом режиме, то есть совершение действий, приводящих к ограничению или закрытию доступа к компьютерному оборудованию и находящимся на нем ресурсам. Целенаправленное затруднение доступа законных пользователей компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением. Модификация информации – это внесение изменений в компьютерную информацию или ее параметры. Законом установлены случаи легальной модификации программ, баз данных, лицами, правомерно владеющими этой информацией, а именно модификация в виде исправления явных ошибок, модификация в виде внесения изменений в программы, базы данных для их функционирования на технологических средствах пользователя, модификация в виде частной декомпиляции программы для достижения способности к взаимодействию с другими программами. Копирование информации – это создание копии имеющейся информации на другом носителе, то есть перенос информации на обособленный носитель при создании неизменной первоначальной информации. Воспроизведение информации в любом материальной форме от руки, фотографированием текста с экрана дисплея, а также считывание информации путем любого перехвата информации и тому подобное. Однако, если в силу настроек компьютерной программы проработать с ней, пусть даже в результате неправомерного доступа автоматически создается резервная копия компьютерной информации, то данное действие не будет иметь уголовно-правовых последствий, поскольку оно осуществляется вне зависимости от волеизъявления лица и, соответственно, в прямой причинной связи с его действиями не состоит. Преступление окончено с момента наступления любых из указанных последствий. Устанавливая причинную связь между несанкционированным доступом и наступлением вредных последствий, следует иметь в виду, что в компьютерных системах возможны уничтожение, блокирование и модификация компьютерной информации в результате технических неисправностей или ошибок при функционировании операционной среды или иных программ. В этих случаях лицо, совершившее неправомерный доступ к компьютерной информации, не подлежит ответственности по данной статье ввиду отсутствия причинной связи между ее действиями и наступившими последствиями. Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме умысла, прямого или косвенного, или по неосторожности. Субъект преступления общий, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Вместе с тем, часть 3 статьи 272 Уголовного кодекса России предусматривает наличие специального субъекта, совершившего данное преступление с использованием своего служебного положения. Под использованием служебного положения, предусмотренного в диспозиции части 3 статьи 272 Уголовного кодекса России, понимается использование возможности доступа к компьютерной информации, возникшей в результате выполняемой работы по трудовому,
гражданско-правовому договору или влияние по службе на лиц, имеющих такой доступ. В данном случае субъектом преступления не обязательно является должностное лицо, то есть те, кто на законных основаниях использует компьютерную информацию и средства ее обращения. Это программисты, сотрудники, вводящие информацию в память компьютера, другие пользователи, а также администраторы баз данных, инженеры, ремонтники, специалисты по эксплуатации электронно-вычислительной техники и прочие. Способы совершения преступления, предусмотренные статьей 272 Уголовного кодекса России, можно разделить на две группы. Первая относится способы совершенного воздействия лица на компьютерную информацию, когда проникновение осуществляется путем введения различных команд в компьютерную систему. В этом случае следы совершения преступления останутся только на носителе компьютерной информации, задействованном при совершении преступного посягательства. Такой доступ может осуществляться как лицами, имеющими право на него, так и лицами, специально проникающими в зоны с ограничениями по допуску. Вторая группа – это способы удаленного, опосредованного воздействия на компьютерную информацию, например, проникновение в чужие информационные сети путем соединения с тем или иным компьютером, проникновение в компьютерную систему с использованием чужих идентификационных данных, подключение к линии связи легитимного пользователя с получением доступа к его системе, использование вредоносных программ для удаленного доступа к информации и тому подобное. Следует отметить, что копирование, уничтожение, модификация информации могут быть вызваны не только преднамеренными неправомерными действиями, но и ошибками, неумышленным неправильным поведением персонала, потерпевшей организации при профилактике, техническом обслуживании, либо ремонте компьютера, компьютерной системы или сети, случайных неумышленных повреждениях аппаратуры, обрывы соединительных кабелей, при нестандартном поведении в помещении, где расположены компьютеры, подключенные к ним устройства, компьютерная система или сеть, ошибочные действия оператора в процессе работы, приведших к разрушению информационных данных и неумышленном неправильном обращении с машинами-носителями информации в ходе их использования и хранения и так далее. Подводя итог нашей беседы, я бы хотел сказать о том, что если у вас нет доступа к информации через сети интернет, то желание получить этот доступ, неважно, используете вы свою разработанную программу, либо скачали ее в свободном доступе, который находится, и использовали для получения доступа к той закрытой информации, не имея разрешения владельца этой информации, вы тем самым нарушаете закон. Я надеюсь, это видео вам пригодится. Соблюдайте закон, знайте свои права и обязательно смотрите мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания.